Настоящий мастер маскировки, в полной мере освоивший охоту как на льду, так и под водой. Он бросает вызов стихии, изучает новые тактики и не перестает удивлять. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня попробуем разобраться, можно ли считать белого медведя самым опасным хищником. Среди всех теплокровных хищников планеты и ближайших родственников в частности, именно белый медведь в большей мере является воплощением необузданной силы, находчивости и бесстрашия. И вот почему. Самый известный и близкий собрат, бурый медведь, также славится скверным нравом и действенными охотничьими тактиками, порой имеющими эффективность против самых защищенных и быстрых животных. Однако это по большей части всеядный хищник с невероятно богатым рационом, во многом состоящим из растительной пищи, куда входят плоды, ягоды и зерновые культуры. Другие медведи, такие как черный или гималайский, не только заметно уступают в размерах, но и обладают куда более скромным нравом и зачастую предпочитают избегать конфликтов даже с, казалось бы, безобидными соседями. Что касается белого медведя, по своим размерам он оставляет большинство родственников далеко позади. Однако самые матерые бурые гиганты могут посоперничать с ним за звание тяжеловеса. Но когда дело касается поиска провизии, можно с уверенностью сказать, что рацион белого хищника полностью состоит из мяса. А все потому, что посреди бескрайней ледяной пустыни попросту не найти иного пропитания, а значит, все усилия великан направляет на поиски других млекопитающих, коих в столь суровых погодных условиях не так много. И для того, чтобы не окончить жизнь голодной смертью, белый медведь пускает в ход самые изощренные и эффективные тактики. При этом он идеально приспособлен к затяжным путешествиям и охоте в самых холодных уголках планеты. По некоторым данным, именно бурый медведь, оказавшись в изоляции полярных льдов, за сотни тысяч лет максимально адаптировался к местным условиям. Маленькие уши, длинная шерсть, покрывающая даже стопы, а также толстый слой жира позволяют свести потери тепла к минимуму, что особенно актуально в условиях жесткой экономии энергии. В дополнение к волосам, стопы медведя отличаются наличием крохотных полостей, выступающих в роли присосок, что обеспечивает неплохое сцепление на скользком льду. Превосходное обоняние подсказывает, где в этом, на первый взгляд, безжизненном месте может прятаться потенциальная добыча. Аккуратные шаги при обнаружении цели сменяются натиском разрушительной силы, и никакой слой льда и снега не способен уберечь тюленя в его, казалось бы, надежном убежище, которое в итоге становится смертельной ловушкой. В остальном, самая действенная тактика в это время года – нападение из засады. Все млекопитающие рано или поздно должны пополнять запас кислорода, и этим неустанно пользуется находчивый хищник, от огромных когтей которого не защищены даже такие гиганты, как белухи, хотя усмирить их не так просто. Белый медведь чувствует себя как дома и на дрейфующих льдинах, ведь здесь он может экономить энергию и выискивать отдыхающих тюленей. Это умелый пловец и ныряльщик, способный задерживать дыхание до 2 минут. И такое умение играет ключевую роль при охоте. Обнаружив добычу, хищник использует все свое мастерство, чтобы подобраться к ней незаметно. Вряд ли расслабленный тюлень подозревает, что прямо перед ним предстанет страшнейший враг. И хотя добыче удается скрыться под водой, готовый к такому повороту событий охотник успевает отрезать путь к отступлению. Однако с приходом короткого лета, когда для большинства млекопитающих наступает время сытости, белый медведь теряет былые преимущества. Лед на большей части ареала обитания тает, что вынуждает хищника проплывать сотни километров до ближайшего берега. И здесь его мех вместо привычной маскировки, напротив, привлекает лишнее внимание.
А все охотничьи тактики становятся неэффективными, ведь на суше для такого гиганта вряд ли найдется место для засады. Тем не менее, меняющиеся условия вынуждают быстро приспосабливаться. Однако крупная копытная для медведя недосягаемая цель, ведь он не только уступает в скорости, но и в непривычно теплую погоду моментально перегревается, поэтому любая пробежка дается хищнику с большим трудом. В итоге одни предпочитают странствовать по суше в поисках падали, другие стараются меньше двигаться, экономя драгоценные запасы энергии. Но рано или поздно и те, и другие вынуждены осваивать незнакомые тактики и покорять новые высоты, чтобы хоть как-то утолить голод. Увеличивается вероятность встречи с конкурентами, а значит, уровень напряжения между себе подобными растет. Тем не менее, самые предприимчивые не упускают шанса поохотиться на действительно впечатляющих в размерах животных. И это испытание для самых терпеливых, ведь дождаться проплывающую цель, не сдвигаясь с места, намного тяжелее, чем кажется. Особенно если в качестве мишени белухи, китообразные, достигающие 6-метровой длины и массы в 2 тонны. Если повезет, часы выжидания могут окупиться с лихвой, ведь даже детеныша хватит, чтобы на ближайшее время забыть о голоде. Наконец, настоящим подарком становится громадная туша кита, которая мгновенно притягивает всех хищников поблизости. Несмотря на то, что белые медведи-одиночки, у них довольно терпимое отношение друг к другу, ведь ненужные драки могут подорвать мощь участников сражения, что снизит их шансы на выживание. Поэтому возле огромной туши могут спокойно кормиться даже 2 десятка медведей. Исключение составляют разве что матери, защищающие потомство, и яростные самцы во время брачного периода. В Арктике существуют места, где пересекаются пути таких величайших хищников, как белый медведь и серые волки. Последние часто обитают по соседству с бурым представителем рода, и даже против него организованная стая во многих ситуациях бессильна, и лишь назойливость вместе с настойчивостью порой позволяют отогнать конкурента от добычи. Разумеется, такой гигант, как белый медведь, является для волков куда более опасным соседом. Поэтому при встрече псовые соблюдают почтительную дистанцию, но не отступают, проверяя характер малоизученного зверя. Одиночке вовсе не по душе подобные гости, но здесь не за что сражаться, поэтому он лишь подсказывает санитарам леса, что поблизости им делать нечего. Несмотря на удивительную приспособленность и самые продвинутые тактики охоты, белые медведи причисляются к уязвимым видам. Ведь выжить в постоянно меняющихся условиях непросто, а вырастить из беспомощных комочков самостоятельных охотников еще сложнее. Но в целом, размеры, сила и интеллект, вне всякого сомнения, делают белых медведей одними из самых успешных хищников планеты. И дело не только в грубой силе, а в том, что они способны найти подход к любой, даже самой труднодоступной добыче. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!